Это была первая точка нашего путешествия на север от Актау – Маяк. И впечатление она произвела двоякое. Но мы не сдались и поехали дальше. Это было классическое путешествие по карте. Вы открываете карты, в поиск забиваете слово «достопримечательность» и смотрите все появившиеся на карте флажки, садитесь в машину, прокладываете маршрут и двигаетесь к нему. В данном случае с прокладыванием маршрута возникли некоторые проблемы. На некоторых картах дорога была, на некоторых других картах дороги не было. Как оно там на самом деле, в любом случае ни одна из известных сервисов навигации дорогу до самого ракушечного пляжа прокладывать нам не стали. Поэтому мы поехали на свой страх и риск. Да, крузак какой-нибудь. А у нас это не джип, что ли? Ну, как тебе сказать, чтобы никого не обидеть. Да. О, море, море. Синее море. Здесь уже не факт, что мы обратно-то выйдем. Дай-ка я пойду посмотрю. Давай, посмотри. Привет, друзья и случайно зашедшие. Я Странный Дядька, вы у меня на канале. И это очередное видео из Казахстана про интересные и красивые места. В этом видео мы с товарищами решили посетить случайно найденный на картах ракушечный пляж. Уж больно манящим показалось нам это название. Мы сели в машину и потихонечку поехали искать ракушки на берегу Каспия. Выезжать мы точно будем отсюда? Вон, видишь, легковая машина стоит на берегу. Легковая, думаешь? Легковая, а что это? Если она там, она либо здесь заехала, либо где-то еще есть проезд. Я думаю, где-то еще левее можно. Самый ракушечный пляж, он туда, правее. Но туда, видишь, понизу вроде дороги нет. А может, есть. Вон, а вон там еще одна легковая стоит, смотри. Блин, я вот на самом деле не представляю себе, какой поток воды вот это вот здесь все смыл. Это же, блин, сколько воды должно было течь, чтобы вот так вот это все дело промыло. Вот вплоть до таких вот глубин. Вот туда вот все это, все прям смыло водой. Обалдеть. Понятно, что вот там канал был нарезан машиной, фрезой срезаны, был подготовлен плавный спуск, но вот это все уже размыто водой. Видимо, это был вот такой же, как на этой стороне канал, подготовлен, по которому должна была стекать вода, или, может быть, сюда труба должна быть какая-то, будет потом уложена. Вот это выкопанная яма. И вот та вторая яма, она тоже выкопанная. Это-то понятно, но вот это-то вот все уже промыто водой. Вот эти-то вот все вот эти вот буераки. Это же, блин, водичка намыла столько всего. Интересно было бы посмотреть на такой прям поток. Когда здесь это все было, как это здесь все выглядит, когда столько воды текло. Блин, стихия страшная штука. Вот в таких местах и в такие моменты ты как бы четко понимаешь, что человек — это маленькая козявка в масштабах даже планеты, даже не вселенной, просто в масштабах планеты, малюсенькая козявка, маленький микроорганизм, даже не муравей, а какая-то одноклеточная пуй растереть по сравнению с вот этой вот всей стихией. Но здесь, конечно, видос красивый. Пустыня, безжизненная земля и огромное-огромное голубое море, уходящее вдаль за горизонт. Неимоверная красота. Вот эти вот 11 километров дороги сюда, такой себе дороги, они стоили того. Даже если мы не найдем там дальше где-то ракушечный обещанный пляж. Но посмотрим. А вот здесь какой склон, смотрите, он такой поросший травой. Вот там вот этот высокий берег, а вон там какое козырное, наверное, место. То если вот туда приехать на машине,
И вот там вот встать и заночевать. Это же прям потрясающая ночевка будет. Вот это будет настоящий вейн-лайф и жизнь в машине. Надо будет обязательно сюда приехать и обязательно здесь заночевать. Мимо проезжающие люди машут руками. Прикольно. Все-таки в Казахстане люди — это главный ресурс. Не нефть, не газ. Главный ресурс Казахстана — это вот такие вот люди. Ну, обалдеть. Блин, тут, что называется, протекло так протекло. Вроде бы текло себе текло, никого не трогало, а потом здесь, видимо, грунт оказался помягче. Все это туда начало сливаться и прорезало такую расселину метра 3, наверное, глубиной, которая дальше уходит туда в море. Вода — это страшная штука, особенно когда ее много. Очень интересное сочетание ландшафтов здесь. Вот с этой стороны получается ландшафт как бы такой лунный, что ли, я не знаю, марсианский. Какой-то вот такой, дальняя планета, абсолютно безжизненная пустыня. Абсолютно какой-то вот такой камень брошенный, кинзадза какая-то. А вот в эту сторону уже какая-то жизнь теплится, уже вся степь покрыта вон там растительностью, уже аккуратненькие склоны, на которых есть какая-то, видимо, земля, какая-то вода, и эта трава, вот она растет, что-то там из этой земли достает. Обалдеть! И среди всего вот этого вот такая вот дорога, которая прямо вполне себе до вот того поворота, она была асфальтовая, а здесь, может быть, этот асфальт когда-то тоже был, и когда-то, скорее всего, весь этот асфальт, наверное, доходил прямо до самого берега, но от этого асфальта здесь уже не осталось ни следа. Но, в принципе, сюда можно приехать и на легковом автомобиле. Даже я на своей пупырке спокойно сюда спущусь и спокойно здесь доеду до моря. Надо будет, если я никуда не уеду в другие места, надо будет так и сделать. Доехать сюда и заночевать. А может быть, даже прожить здесь не один день, а парочку. Походивши вдоль берега, потому что наверняка и в ту сторону вдоль берега, и в ту сторону вдоль берега есть умопомрачительные виды, которые стоят того, чтобы на них посмотреть. Красота! Казахстан супер! Ух! Правда, обалденно! Все это место, я имею в виду, вся эта центральная часть, весь этот спуск с горы выглядит, как будто его прям промыла вода. И вот сюда весь грунт этот вынесло вот сюда, и этот грунт огромным потоком здесь распределился и почти дошел до моря, но до самого моря не дошел и в море не попал, потому что, видимо, там дальше все-таки уже скалы, не песчаник, а как он правильно называется? Меня уже поправляли в предыдущем видео, но я уже опять не помню, как он правильно. Ракушечник, не песчаник, а ракушечник. Все вот здесь сложено из ракушечника, и вот немножечко грунта притащил оттуда водой. Волшебная красота, неземная, а море какое. Бирюзовая вода, чистенькая, а солнышко, ну красота. Казахстан обалденно красивое место. И наверняка, ведь вот этим местом все красоты Казахстана не заканчиваются. Наверняка у Казахстана есть еще что посмотреть. Куча всякого всего, потому что Казахстан — это же огромная страна, куча пространства. И наверняка есть множество, сотни, а может быть тысячи просто удивительнейших мест. Приезжайте в Казахстан туристами, здесь вам точно понравится. А вот здесь как классно. Там вот такой песчаный и ракушечный пляж. Ну, ракушек, правда, не так много, а здесь вот такая вот прям монолитная скала.
огромный кусок скалы, на которой вот в том числе я стою. А рядом еще один отколовшийся кусок. И еще один отколовшийся кусок. А как шикарно здесь выглядит вода. Вон огромные залежи ракушек. Вот эта вот черная штука, это же ракушки. А здесь камни, немножко травы. А дальше опять ракушечное совершенно дно. И бирюзовая, лазурная, или как этот цвет правильно называется, вода. И прям шикарное море. У меня кончаются слова. У меня какой-то слишком маленький словарный запас для того, чтобы выразить все вот эти вот впечатления правильными словами. Это что-то невероятное. Это что-то вот, переполняющее и захлынывающее, так сказать, заливающее тебя с головой. Погружающее, прям вот воздуха в груди не хватает, чтобы выразить вот это вот впечатление. Потрясающе. Хочется прям прыгать и кричать, как ребенок от радости. От того, что прям переполняют тебя впечатления. Обалденно. Очень красиво. Очень здорово. И ведь это же я видел-то всего вот такой вот кусочек Казахстана. А что же там дальше-то, за горизонтом, в тех степях? Боюсь себе даже представить. Вот так выглядит покрытие пляжа. Это просто огромные залежи ракушек. Всяких разных. Совершенно разного размера, цвета, веса и вида. У них тут прям, какие-то миллионы, миллиарды, наверное, этих ракушек. Но причем они как-то расположены так, будем говорить, странно. Вот здесь есть такое, из воды выходит одно пятно ракушек, и здесь рядом второе пятно ракушек, а вокруг вот там вот уже просто песок и просто скалы, ракушечник. Ну и там дальше уже всякая разная тина, и там уже в воду входить, наверное, не очень здорово. А вот здесь, это, мне кажется, прям идеальное место для того, чтобы забираться в воду. Прошелся по ракушкам и по песочку между камней, абсолютно ровный, гладкий, спокойный туда вот куда-то там спуск. Понятно, что там на входе висел плакат, что купаться здесь нельзя. Ну, наверное, нельзя. Поэтому, наверное, мы и не будем. А здесь вот, в этой куске скалы, есть вот такие вот, назовем это, бассейнами разного размера. А вот в эту ванночку можно, в принципе, даже залезть целиком. Вода там наверняка теплая, потому что, ну, честно говоря, не теплая совсем. Холодная, будем так говорить, вода.
Ну, чего хотеть. Сезон закончен. Уже прям середина октября. Да какая уж середина, уже конец октября. Уже, в общем, не то чтобы прям сезон. Ну и плюс ко всему говорят, что Каспийское море, оно всегда холодное. Но опять же, я-то человек северный. У нас-то на северах теплой воды в открытых водоемах практически никогда не бывает. Поэтому я бы, наверное, летом в сезон, когда на улице жарко, искупался бы в такой холодной воде. Ну а сейчас, когда снаружи ветер и, в общем, не слишком тепло, наверное, купаться я все-таки не буду. Блин, а здесь какие ванны, они такие глубокие. Я думал сначала это трещина, а это не трещина. Это тоже такая ванна. Туда проточена, туда налилась вода. И вон она как причудливыми такими формами, каверными. Куда-то вот туда выбирается в море. Обалденная красота. Очень здесь красиво. Вот там вот такой пляж. Большой-большой камень на той стороне. Это прям такое настоящее тюленье лежбище, наверное. Там так и хочется увидеть какую-то большущую стаю тюленей. А вот эти вот ванны, две, они как бы получаются не просто ванны, а ванны с видом. Можно, например, вот в эту ванну погрузить и вот с таким вот видом на воду и сидеть. Ну, понятно, что в такую штуку не очень хочется залезать, она покрыта водорослью, и вода там холодная, поэтому... Но пофантазировать-то можно. Блин, нереальная красота. Короче, в это место нужно приезжать надолго. Например, приехать с утра, взять с собой все, сходить в тот конец, сходить в тот конец, приготовить себе на огне пищу, заночевать, проводить закат, встретить рассвет, поговорить по душам, посидеть с родным человеком. Ну, в общем... Вот. Если вы где-нибудь рядом живете, а здесь еще не были, обязательно съездите. Да даже если и не рядом вы живете, если вам ехать до этого места далеко, то оно все равно стоит того. Возьмите и съездите как-нибудь. Ну а вот тот самый ракушечный пляж, до которого мы дошли от того места, где съехали на машине. Потому что он по карте был обозначен чуть дальше. Ну и здесь вот видно, что одна лагуна вот такая вот, засыпанная белым песком и ракушечником. И за ней туда дальше лагуна побольше.
Но туда мы пройти не можем, потому что вот здесь вот он, забор из колючей проволоки. Вот он идет туда и поверху тоже там дальше. И там какая-то табличка. А вон там какой-то домик, какие-то машины, какие-то люди. Здесь юрта, тоже какие-то люди. Ну, в общем, какой-то междусобойчик. И чужих, видимо, там не любят. Поэтому, как говорится, ракушечный пляж жёг. Пойдем обратно довольствоваться там тем, что есть. Ну, хотя, возможно, как-нибудь там можно через верх проехать, но машина у нас для этого не подготовленная. Там надо забираться по крутому подъему через камни. Можно и резину порвать, и днищем что-нибудь зацепить, поэтому мы не полезем. Возможно, как-то можно туда проезжать. Я же не знаю, я здесь гость. Как тут, какие правила, как все обустроено. Я человек законопослушный, вижу колючую проволоку, никуда не иду. Возможно, как-то можно пройти, как-то договориться, что-то заплатить, или не знаю, как это организовано. Но место вот это, конечно, оно волшебное, оно неземное какое-то. Живет натурально, это казахстанские Мальдивы. Попробую вот выйти туда подальше на камень. Может быть, с камня будет чуть подальше видно, что там такое и как дальше. Ну, вот как-то так. Обязательно нужно будет сюда приехать в следующий раз. И, возможно, вот там, по самому верху, можно проехать дальше и спуститься вот к той дальней лагуне. А там дальше, вот за тем мысом, еще дальше, тоже видно, что песок белый. И похоже, что этот пляж ракушечный, он очень-очень-очень длинный туда. Но там сверху нигде не спуститься, и, наверное, вряд ли есть туда дорога. То есть место очень крутое, очень красивое, очень здоровское, но, к сожалению, недоступно. Хотя, посмотрим, может быть, в следующий раз можно будет навести справки, выяснить, что к чему и как-то туда попасть. Потому что я думаю, что искупаться там это прям во. Спасибо вам, друзья, что досмотрели это видео до этого момента. Спасибо всем спонсорам, кто сделал донат в мой фонд путешественника. Реквизиты вы можете найти там внизу в описании. Поддерживать не обязательно материально. Можно написать комментарий, поставить лайк, подписаться на канал. А самое главное, можно рассказать всем вашим знакомым о том, что есть странный дядька, у него есть канал, и на канале бывают интересные видео. Вдруг кто-нибудь из них тоже захочет подписаться, поставить лайк, включить колокольчик уведомлений, написать комментарий, ну, или, может быть, поддержать, так сказать, донатом. Счастья вам, здоровья, любви и терпения. На сегодня, пожалуй, все. Я странный дядька. Это недалеко от города Актау на Каспийском море, в стране Казахстан, так называемый ракушечный пляж. Пока, приходите еще.